Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень быстрый, необыкновенно вкусный, знаменитый торт банана сплит со вкусом знаменитого бананового мороженого. Идеально подходит для детских праздников и вообще для всех любителей банановых десертов. Сначала приготовим бисквит. 330 грамм муки, 60 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя я перемешиваю и отставляю пока что в сторону. Шесть яиц среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это я перемешала до однородности, чуть-чуть взбиваю и добавляю туда порциями 270 грамм сахара. Сейчас всю эту смесь я буду взбивать примерно 4 минуты, не дольше. Смесь побелеет вот так, станет пышной. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растопленного сливочного масла, ни в коем случае не горячего. Все это просто перемешиваю, ничего уже здесь долго не взбиваю. Просеиваю туда всю сухую смесь, перемешиваю просто миксером, ничего здесь долго не взбиваю. Миксер здесь у меня маломощный, 300 Вт. То есть справится каждый своим обычным ручным миксером, который есть дома. Форма у меня здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы также можете брать круглую форму, 26-28 сантиметров в диаметре. Бока и дно формы я застелила бумагой для выпечки. Сейчас обязательно вот такой тяжелый масляный бисквит я распределяю из центра на уголки формы и отправляю выпекаться при температуре 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 45-50 минут. Выпекать буду на среднем уровне. Дверцу духовки во время выпекания, конечно же, не открываем. Итак, бисквит у меня испекся, он у меня остыл полностью до комнатной температуры, и я сразу же извлекаю его из формы. Этот бисквит масляный, шоколадный, очень удобный в работе. Сразу как он остыл, его можно использовать уже для дальнейших изделий. Очень хорошо держит форму, тающий во рту, идеально просто нарезается. Я сейчас не буду его нарезать классическим образом на коржи. Я снимаю у него вот так совсем тонюсенькую шапочку. Я ее тоже буду измельчать сейчас. И по принципу торта пьяной вишни, допустим, вырезаю у него серединку. То есть где-то по 1,5 сантиметра, и особенно если вы новичок, отступаете от боковинок и от донышка. То есть я ножом прорезаю примерно, не доходя 1,5 сантиметра до донышка. И вырезаю таким образом серединку. Нам понадобится сейчас много крошки. Вообще знаменитое американское мороженое банана сплит, оно готовится в виде такой лодочки. Внизу выстилается бананами. Сверху на него кладется шоколадный, ванильный и клубничный шарик мороженого. Здесь у меня будет шоколадный и ванильный вкус без клубничного. Кто любит еще клубнику к этому всему, вы можете либо проварить клубничное конфи, добавить вместо. Здесь у меня будет сейчас вареная сгущенка, либо вообще свежую клубнику использовать. Но я этого не делаю, потому что мне нравится больше вот именно вот такой вкус. Итак, серединку вот таким образом я вырезала. И сейчас я все это обильно пропитываю молоком. И боковинки тоже. Не нужно бояться, этот бисквит масляный. Боковинки здесь очень стабильные, поэтому я всегда для таких тортов, когда мне нужна вот такая основа, беру именно этот бисквит. Здесь у меня 300 мл сливок для взбивания, очень холодных, жирностью не менее 30%. Должны быть сливки. 70 грамм сахарной пудры, 8 грамм ванильного сахара, 250 грамм сыра маскарпоне и 300 грамм творожно-сливочного сыра. Все молочные продукты должны быть очень хорошо охлажденными. Здесь у меня 240 грамм бананового творожка. Вот это очень важный момент всегда в банановых десертах. Добавить либо йогурт банановый, либо творожок. И таким образом крем потом будет изумительно просто вкусно, потому что бананы очень часто не дают тот
эффект вот не раскрывают так вкус уже в десерте сами свежие бананы, как это сделает потом нам либо йогурт банановый, либо творожок. Я взбила сначала сливки с сыром, и потом уже на окончательном этапе взбивания, уже во взбитую сырную эту массу сливочную, я добавляю банановый творожок. Вы можете йогурт также брать. Жирность у йогурта или у творожка, в принципе, вы можете брать любую, но чем жирнее, тем лучше, потому что крем у нас все-таки сливочный, и во вкусе десерта всегда маложирный творожок либо йогурт чувствуются. И просто сейчас все прорабатываю миксером. Я ничего здесь долго не взбиваю. Здесь небольшое количество этого творожка, поэтому он очень хорошо распределится по плотному сырному крему. И консистенция у него будет просто идеальная. Сейчас мы будем много добавлять крошки, которые мы вынимали изнутри этого бисквита. И тем самым загустеет также крем. Итак, сейчас 2/3 вот этого бисквита я измельчаю в крошку. Измельчаю просто руками. Вы можете это в измельчителе делать. Здесь это не столь важно, потому что все равно это все будет в начинке. Важно, чтобы крошка была видна, чтобы это не было такое, знаете, бурое месиво. Чтобы все-таки крупинки этой крошки были видны. Вообще у нас в Германии очень часто в этот торт добавляют просто натертый шоколад, либо же хлопья шоколадные уже покупные. Это все на ваше усмотрение, вы можете туда их добавить, эти хлопья шоколадные. Это если они у вас есть в наличии. Они похрустывают так очень хорошо, но я более бюджетный вариант здесь использую, именно крошку бисквита. Сейчас я все это просто перемешиваю аккуратно лопаткой. Благодаря вот этой крошке смесь, вот эта кремовая, будет очень стабильная. И крошка, когда она перемешана вместе с кремом, она дает такой нежнейший, неповторимый просто вкус. И внутри будет очень красиво все это выглядеть. Торт этот чем-то напоминает торт Норка Крота. Есть уже на моем канале. Это очень известный торт у нас в Германии. Его очень часто готовят и с бананом, и с клубникой со свежей. Я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео. Но здесь торт с ярко выраженным банановым вкусом. Как вы видите, крошка очень быстро вмешивается в крем. И когда она вмешалась, мы ее насыпали, казалось, что ее очень много. Когда она вмешалась, она слегка осадит с собой крем, но в то же время кремовая масса будет очень стабильная. Сейчас одну банку сгущенки, у меня здесь европейская вареная банка сгущенки, она почти 400 грамм, вы можете 380 грамм использовать. Идеальное просто классическое сочетание банан-карамель. Здесь для быстроты процесса я использую просто сгущенку. Очень напоминает также вот это приготовление торт английский знаменитый Банофи Пай, есть он также на моем канале. Но здесь мы готовим именно с большим обилием крема этот торт. Сейчас я беру 5 бананов такого среднего размера. Это все смотрите по вашей форме. Очищаю их, нарезаю вот так вот на половинки и укладываю в свою эту корзинку, так сказать, прямоугольную форму. Они очень хорошо укладываются, эти бананы, туда. Бананы, конечно же, сразу нужно покрыть кремом, чтобы они у нас не заветривались. Как вы видите, я их абсолютно не сбрызгиваю ни лимонным соком, ни чем-либо. Просто вот как они есть, сразу же очистили и сразу же кладем их в торт. Очень многие боятся использовать свежие бананы именно из-за того, что они у них заветриваются. Не будут они заветриваться за такой короткий, буквально здесь пару минут, период времени. И сразу же ничего здесь не ждем, сразу же покрываем все это кремом. Крема будет много, потому что у нас торт, этот торт олицетворяет собой как бы мороженое в том виде десерта, то есть в мороженом там, естественно, много этой кремовой массы, вот этого самого мороженого. А бананы лежат внизу. У нас в Германии вот этот торт банана-сплит очень часто готовят просто из 2 коржей. То есть внизу корж, сверху корж и внутри бананы с кремом. Готовится он очень-очень просто. Часто добавляют туда ананасы также, потому что зачастую в Америке в начале 20 века этот десерт, вот этот мороженый, он готовился также с ананасами. Это все на ваше усмотрение, но я готовлю здесь вот такой более классический вариант, идеальное просто сочетание здесь по вкусу с вареной сгущенкой. Посыпала крошкой, которая у меня осталась, 1/3 крошки вот этого бисквита. Я убрала сейчас этот торт буквально на 1 час в холодильник, чтобы он просто стабилизировался. На самом деле, благодаря вот этой крошке, которую мы добавили в крем, торт уже очень стабильный, но на всякий случай отправляем на стабилизацию. Можно даже на ночь убрать, ничего с ним не случится.
Не нужно переживать за качество бананов, они у вас не почернеют. Бананы нужно брать спелые, но не рыхлые, то есть они должны быть такой хорошей спелости. Торт вкуснейший, просто нежнейший на вкус. На мой взгляд, он гораздо вкуснее, чем торт Норка Крота. Тот он более такой нейтральный во вкусе. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.